Вот такой китайский суп я сегодня приготовил: кукуруза с курицей. И к этому свежеиспеченный хлеб с полуфабриката. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, и я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить. И сегодня я решил сделать суп, который я очень давно не делал. Он сам по себе полезный и делается сравнительно легко. Это китайский суп курицы с кукурузой. И к этому я испеку хлеб. Такие багеты у меня с полуфабриката, делается очень легко, и этот хлеб очень хорошо пойдет с этим супом. А что время не терять, покажу, что и как я буду делать. Кусочки курицы уже поставил сюда вариться. Как закипит, я сниму пенку. Здесь у меня полуфабрикат, сейчас я принесу все на противень. И буду выпекать по инструкции 180 градусов 10 минут. Для этого супа я сейчас разведу крахмал. Достаточно будет. И как у меня там курица закипит, я сниму пенку и дадим повариться. И потом я вытащу кусочки курицы, отделю от костей и порежем на мелкие кусочки. И отправим обратно в кастрюлю. И тогда начнем заправлять. Суп делается сравнительно легко и не занимает много ингредиентов. Так, очень хорошо. Пускай у меня кастрюля закипела. Все. Сейчас снимем пеночку. Кусочки курицы у меня без кожи. Для этого супа кожа не нужна здесь. Нам надо только мясо куриное. Потому что пенка это все равно, это белок тоже. Итак, пускай немножко поварится, пока там все, курица сварится у нас. Для этого супа я возьму 3 яйца. И сейчас вобьем в эту миску. И яйца вручную мы собьем. Итак, теперь ждем, как у нас курица сварится. Также к этому супу я порезал немного кориандра и зеленый лук. Но зеленый лук я порезал сравнительно по-крупному. И это все наши нарезки, помимо того, что нам надо будет отделить мясо от костей. Итак, курицу я вытащил и уже на маленькие кусочки я порезал и отделил от костей. Сейчас отправим обратно в кастрюлю. Вот так. Теперь я добавлю сюда молотый белый перец, порошок чеснока, кориандр, банку кукурузы, сейчас отцежу от воды. Так, банку кукурузы отправляем сюда. Ложку кунжутного масла. Соевый соус. Подсолим немного по вкусу, потом я еще проверю на соль. Пускай немножко поварится это теперь. Минут 5-10. Теперь мы сюда добавим наши взбитые яйца. Так. Потихонечку и мешайте в одну сторону, как по часовой стрелке. Но вливайте яйца очень медленно. По часовой стрелке.
Вот так. И дадим еще минут 5 повариться. Итак, суп у нас поварился. Посмотрите, как хорошо выглядит все. И теперь мы сюда добавим наш разведенный крахмал. Перед тем, как добавлять в суп, немножко размешаем, чтобы ничего на донышке там не осело. И тоже постепенно так мешаем и постепенно вливаем крахмал. Накрываем и пускай немножко еще у нас покипит, пару минуточек. Итак, супец у нас кипит хорошо. И хлеб у меня вышел с духовки. И теперь мы выключаем нашу плитку. Все приготовлено теперь. И я сюда добавляю теперь зеленый лук наш. Перемешаю. И минут через 5 можно уже подавать на стол это. Ну, вот такой супец у меня получился. Посмотрите, как аппетитно все выглядит. А получилось обалденно вкусно. Кукуруза с курицей. И к этому я сделал хлеб с полуфабриката. Я думаю, что этот хлеб очень хорошо пойдет с этим супом. Итак, сегодня я поделился еще одной идеей, что можно приготовить в качестве супа. Простой китайский суп кукуруза с курицей. Делается сравнительно легко, но результат обалденно вкусный. И к этому я уже от себя добавил свежеиспеченный хлеб с полуфабриката. Я раньше такое делал, и этот хлеб очень хорошо пойдет с этим супом. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое, или что наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте я с вами прощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.